Всем привет! С вами компания Август Климат. Сегодня в студии снова мы без Андрея, вдвоем с Ольгой и показываем вам кондиционер марки Xiaomi или Xiaomi. Вот доказательства. Знаешь такой логотипчик, Оль? Да, видела, у нас он уже был на обзоре. Мне кажется, это котик. К нам обратился один из наших подписчиков, попросил нас снять этот кондиционер. Ему самому интересно посмотреть, что внутри. А мы ему за это его бесплатно потом смонтируем. Такое вот у нас взаимовыгодное сотрудничество. Поэтому розыгрыша не будет, но зато интересный кондиционер сегодня на обзоре. Что это за модель? Это модель KFR35. Эти значения нам почти ничего не говорят. КФР это говорит о том, что это просто сплит-система. В Китае очень много марок, которые зашифрованы. Не только Xiaomi, которые зашифрованы этими тремя буквами КФР. 35 его индекс на 35 квадратных метров. Или 3,5 киловатта холода. А дальше идет слэш. И после слэша F5A1. А вот это уже модель F5A1. Это премиальная серия текущей актуальной линейки производителя Xiaomi. И, Оль, как ты думаешь, сколько стоит может такой кондиционер? Xiaomi, вот такой огромный, явно технологичный, премиальный, на 35 квадратов. Ты вот в ценах... 60-70 Ты знаешь, я нашел от 100. Ничего себе. Ничего себе, да. Официальных поставок нету вообще. Люди сами себе как-то это привозят. Давай сразу покажу пульт. Вот, мне кажется, сразу по нему можно понять, что это поставка такая, ну, точно не для России. А может быть и не для Европы. А может быть, кроме китайцев, такое никто и не поймет. Ну, здесь все понятно, что написано. Вот это что? Не знаю. Ветер. Ночной режим вон есть. Ну, то есть, смотрите, все в иероглифах, но есть какие-то пиктограммы. Но не везде. Вот смотри, центральная кнопка, что? Ничего. А вот плюс-минус понятнее. А вправо-лево уже опять словами. Ну, вкл-выкл еще понятно. То есть кондиционер для внутреннего китайского рынка. Пульт очень приятный, современный, такой iPod дизайн, я бы это назвал. Ну и, наверное, важно показать вам упаковку этого кондиционера. Вот, хорошо здесь видна эта модель KFR35. Ну G еще цифра. И серия F5A1. Что еще есть? У нас есть межблочное соединение. Ну вот в России такое как-то не приживает. И также в комплектации шланги это для подачи свежего воздуха. У нас модель с притоком свежего воздуха. И мы его сейчас включим. Про него. Оль, ты слышала это? Да, какое-то приветствие было. Что тебе это напоминает? Вот такое сложное открытие жалюзи. Видела ли, Оль, ты где-то раньше такое? Да. Где? Royal Fresh. Royal Fresh, близко так. А где производится Royal Fresh? Что завод делает? TCL. Это сразу видно, что это завод TCL. Вообще производителей кондиционеров в мире не так много. Почему? Потому что завод построить дорого. И даже Xiaomi себе не может позволить построить кондиционерный завод. А вот кондиционер под своей марки Xiaomi нужен. Для чего? Для экосистемы красивой Xiaomi, чтобы они могли сказать, наш кондиционер. Но нет, произвести они его пока не готовы. Заказывают на TCL. И мы видим вот эту линейку Fresh Air или Royal Fresh. Все OEM марки и сам TCL к названию линейки добавляют слово Fresh, которое нам говорит о том, что у нас здесь приток свежего воздуха. Итак, кондиционер у нас после подачи питания включился. Что-то нам там показал, помахал вот этой огромной жалюзи и закрылся обратно. Зачем он это делал? Ну, как будто тест какой-то проводил. Давай вот теперь попробуем включить с кнопки. Приятный звук. Посмотри, как современно выглядит этот дисплей. Знаешь, как будто вот электронными чернилами это все подсвечивается. Ты видел, еще там моргает Wi-Fi? Ну, понятно, как может быть Xiaomi быть без Wi-Fi? Мне нравится, что здесь нет иероглифов. Опять со звуками, как прекрасно. Интересно, этот звук можно отключить? В ночном режиме, наверное, звука не будет. Наверняка можно, но вот смотри, просто кондиционерщики хуже работают вот с такими интерфейсными вещами, как звуки, да? У них там более это устаревше, что ли, да? А здесь что-то современненько. Вот что-то от Xiaomi мы видим. Хочется сбавить скорость. Ну-ка, я интуитивно... Ну, конечно, ребят. Вот эта центральная клавиша. Понятно, что написано скорость потока воздуха. Или speed по-английски, да? Вот я ее нажал и все, и снизу. Давай сразу тогда посмотрим, какое количество скоростей номинально у нас. Вот это, судя по всему, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и авто. И вот я хочу сейчас перед тем, как будем мерить скорость, вот прикрыть его немножечко. Как это мне сделать? Как ты думаешь, Оль? Какой клавишей, а? Вот опять же, не глядя в инструкцию, вот так интуитивно Может получится? быть, ветер? Нажимаем ветер. Ты слышала? Угу, даже другой звук издал. Как красиво жалюзи закрывается. Вот она пошла вниз положение жалюзи. Это я нажал снова на клавишу ветер.
О. И она сейчас совсем изогнется. Вот это положение для того, чтобы направить поток вертикально вниз. Так, на обогрев вот так, да? Кайфово. Я не помню, у TCL был такой, нет? Ну, Мне кажется, не было такого. что вот настолько сложно, чтобы Мгм. было, да? Второе нажатие клавиши ветер. Не, ребят, управляю прямо сейчас технологичной вещью. И мне нравится уже просто играться. Второе положение, да? Делай 3. Звуки-то какие приятные. Делай 4. Подожди, он что, для каждого положения жалюзи свой звук издает? По всей видимости, да. Чтоб ты не перепутал. В Делай, темноте. делай 5. 5 различных положений жалюзи, ребят. И каждое из них, оно сильно отличается от предыдущего. Я, по-моему, ничего круче-то и не видел. Но давай вот в этом положении сейчас померяем ему скорость. Не обманул ли нас Xiaomi количеством скоростей? И вот на самой младшей первой скорости абсолютно бесшумно. Абсолютно. 2. Вторая скорость. Ну, есть, да, прибавила. Очень плавно. 3. Прибавила? 4. Тоже есть. 5. Что мы не поверили? Все же есть. 6. 7. Максимальная скорость. Очень сильно дует. Очень сильно. Смотри, первая была 1,6, а максимальная 4,8. То есть больше, чем в 2 раза у нас отличается минимальное от максимального значения. Любопытно померить все-таки уровень шума. Мне кажется, мы должны сейчас с тобой очень сильно удивиться. Да, он очень тихий. Прибор запущен. Давай сейчас просто замираем с тобой и смотрим. Оль, ты это видела? Да. 28,9. Ниже 29. То есть наши уши нас не обманули. Это мега тихий кондиционер. Офигеть. Но почему-то, когда наши дистрибьюторы заказывают на TCL кондиционеры, они так тихо не работают, а у Xiaomi работает. Вот это фильтр для блока подмеса свежего воздуха. Мы его распаковывать не будем. Сюда ставится хепа небольшая. И подающий воздух с улицы фильтруется именно через него. А уже обычный противопылевой фильтр, да, это по последней моде TCL, вот он сверху. Ты чаще всего будешь прочищать вот этот фильтр, гораздо реже приточный. Здесь ничего, мне кажется, не поднимается. Нет никакого отражателя. Здесь такая плоская вещь. И, может быть, вот этим только уступать эта модель своим конкурентам. Вот он достиг сейчас 22 градусов. Все, заданная температура. И потребляет он 9 ватт. То есть компрессор он при достижении температуры заданной отключает. И ждем, чтобы запустился компрессор. Боюсь, чужой кондиционер мучает. Давай, ну, просто вот снизим до... Сюда вот 170 поставим. Ниже не пойдем. Ну, вряд ли у вас в сети будет ниже 170, правильно? Перебоями до 170 вольт он спокойно справляется и проблем никаких нет. Пора посмотреть наружный блок. Потому что внутренний, конечно, просто какой-то потрясающий. Так-то он выглядит, ну, не сказать, что премиально. Ну, условные Дайкины, Mitsubishi. Габаритами, если только. Нет, он огромен, да, габаритами выделяется, а внешним видом уступает японским. Но за исключением вот этого диффузора просто бешено огромного. Ну и Кошечка. и кошечка. Почему-то не закрытые порты. Это ни на что не влияет, но тоже не симпатично смотрится. Вот это мне не очень нравится. Довольно-таки неплохо, тихо работает. Да, я тоже так Не считаю. сильная вибрация. Но мне кажется, он сейчас без компрессора. Нет, с компрессором. Ребят, компрессор сейчас работает. Работает, на тех работает. невысоких оборотах. И блок вообще большой, надо сказать. Что внутренний, что наружный большой. Ну так он 35-й. Слушай, 35-й часто от 25-го в габаритах не отличаются. То есть 7, 9, 12 сейчас уже сложилось так, что производители все выполняют в одних и тех же корпусах. Меняют только там, ну, буквально компрессоры и все. Итак, вот, ребята, он сейчас работает по-настоящему тихо. И посмотрим, что нам показывает прибор с его вибрацией. 0,11. Охренеть. Прекрасно. Прекрасно. Великолепно. Мало того, что блок огромный, так и теплообменник еще двухрядный сюда поставили ребята из кого? Из Xiaomi или TCL. 24 калача. По 12 в каждом, того 24. И если мы хотим посчитать длину меди, которую производитель израсходовал на изготовление этого теплообменника, нам нужно сейчас замерить длину одного витка. 79 сантиметров.
который надо умножить на сколько? На 24. А мне кажется, на 48. Умножить 48 вот таких пруточков. А, да. И получается 37,92. Видишь, там такая пимпочка и РВушки. Полноценный инверторище. Вот что я хочу вам сказать. Но давай его еще немного просматриваем. Мало того, что теплообменник очень насыщен медью, ты посмотри, какое прилегание. Не все так умеют делать. Я даже не знал, что TCL умеют. Вот здесь на повороте обычно такая уже щель образуется, после чего туда забивается пыль. Здесь просто идеальное прилегание. И что уж говорить про прямой участок. Моют, да, но без ложки дегтя нет никак. Вот это, конечно, изоляция, ребят, она со временем быстро деградирует. И вот эта скрепляющая стяжка, такая обычная кабельная, тоже не придает технологичного вида этому кондиционеру. Понятно, что у нас движочек с регулировкой оборотов от Midea, точнее, правильно сказать, от компании Welling, которая принадлежит Midea. Давай посмотрим, как уложены кабели, которые висят и тоненькие, они надеты в кембрик. На повороте этот кембрик, смотрите, специально запечатан, чтобы было удобно поворачивать. Я люблю вот такие вот разные мелочи. И температурный датчик дальше защищен. То есть места, которые могут перетираться, они защищены. Ниже обычно, здесь уже нет никакой сверху вот этой аккуратности, которая поражала взгляд. И давай посмотрим на компрессор. Что ж тут за зверь стоит, который так хорошо у нас отработал. С помощью аппаратных средств мы добрались до производителя компрессора Хайли Hitachi, еще его часто называют. Реально огромный компрессор. Это, возможно, одна из причин, почему он так тихо работал. Ну, а обвязка простая. Кстати, еще раз вот покажи вот тот самый РВ. Вон РВшечка запечатанная, там полноценная стоит. Оль, хвалить или ругать хочешь? Ругать. Начинай. Мне не понравилась передняя крышка. Она какая-то немножко хлипенькая и с трудом, как мне кажется, открывается она. Так, чем она тебе там не понравилась? Давай, вот этим, да? Вот крепление там. Знаешь, вот четкости не хватает. Вот Да. тут премиальность пропадает. Совершенно Да. верно. То есть через небольшое усилие, в принципе, ты ее довершенно Страшно доводишь. сломать. Засчитано. Пульт могли бы сделать на русском языке. Могли бы. Если бы они знали, что этот кондиционер уедет в Россию, они могли бы сделать на русском языке. Так, что еще? Изоляция на наружном блоке. Ну, как бы можно было чуть-чуть покачественнее, наверное, сделать ее. Принимается. Ты про вот эту верхнюю поролонку, которая на теплообменнике, да? Да. Я боюсь, ты вот сейчас должна все уже закончить. Что-то еще? Ну, если уж придираться, давай придеремся к этой стяжке. К стяжке. Окей, ты разошлась. 4. И? Больше ничего. Давай теперь я похвалю. Да, собственно, я думаю, сейчас мы на пару его будем хвалить. Первый. Уровень шума, ребят, это было невероятно. То, что это было слышно нашими ушами, это подтвердил прибор. Он работает бесшумно. В нашей таблице мы, конечно, нашли один кондиционер, который тише был. Но вы это не почувствуете, разницу между супер-супер тихим и вот этим сверхтихим. Во-вторых, он симпатичный. И цвет не глянцевый, и индикация клевая, и звуки приятные, которые, судя по всему, отключаются. А как вот эта жалюзи управлялась? Опросы показывают, что потребителям самое важное в кондиционере уровень шума, точнее его тишина. Этот очень тихий кондиционер. Следующее, что требуется потребителям, это мягкий воздух, плавный воздух. И вот как работала вот эта заслонка, мне кажется, с помощью нее достигается вот то самое мягкое распределение. То есть две таких важнейшие потребительские функции. Так, про красоту я сказал. Понятно, это Xiaomi. Понятно, это экосистема Xiaomi. Если вы свой умный дом строите на этой системе, я думаю, он туда впишется, просто как свой. Зайдет, и вот все, а дальше его не выгонишь просто. Наружный блок сделан, по современным стандартам А. Б. Работал крайне тихо. С. Явно обладает высокой энергоэффективностью. Я, когда готовился к этому видео, естественно, я его сравнивал с TCL. Я знал заранее, что это завод TCL, мне это было понятно. И, в принципе, думал, что я увижу сейчас обычный какой-то Royal Flash, или как они там все, что на российском рынке представлено. Скажу вам быстренько, зачем покупать за 75, а от стальки TCL-ки начинаются под разными брендами, вместо эту за сотку этого Xiaomi. Я хотела добавить, что это, наверное, еще за что поругать, что он слишком дорого стоит. Хорошая вещь же не может дешево стоить, мы понимаем. И я тоже хотел за это ругать, потому что я думал, это одно и то же. Что наши TCL-евские OEM, что на нашем рынке, что Xiaomi себе заказал только такой же и наклеил только свою собачку или кошечку, кто там. Я уж не знаю, насколько инженеры Xiaomi сидели над TCL-евскими инженерами, но то, что он по изготовлению, по примененным
технологиям превышает, остальные это да. Поэтому, знаешь, соточку, стоит ли этот кондиционер этих денег? Да, конечно, стоит. Ну вот сотку реально стоит. Я даже не знаю, что у него в конкурентах. Вот тот LG, ну, может быть, но вот этот технологичный. Но следующий вопрос, конечно, гарантия. То есть, скорее всего, поставки все эти неофициальные. И не дай бог с ним, если что-то случится, вы останетесь один на один с ним. Ну, кондиционер офигенный, друзья. Да? Очень-очень. Спасибо нашему подписчику, который дал нам его на обзор. Прям реально получил удовольствие. Есть что добавить, Оль? Нет, ты все сказал. Разыгрывать кондиционер не будем. Я думал, Толь скажешь, что подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь обязательно. Обязательно. И если приобретаете еще какие-то кондиционеры, готовы взять тоже на обзор. Но только не менее интересные, чем этот. С вами была компания Август Климат. Спасибо, что нас смотрите. Всем мира и пока. Пока.